Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария. 7 апреля, 23 год, весна, друзья. Погода холодная. Сейчас вышло солнце, но все равно так влажненько. Где-то +3. Чувствуется как 0. Какие-то сейчас идут не теплые, не холодные дни. Такие они не очень, так сказать, комфортные. Но, друзья, как говорят болгары, если в слове месяца есть буква «Р», значит, тепло еще не наступило и ждите, так сказать, сюрпризов. А апрель, в нем есть буква «Р». Ну что у нас, друзья? А у нас позитив сменяется негативом, но это не относится никаким образом к Болгарии, друзья мои. Это относится к нашей стране. Мы израильтяне. Мы только что спраздновали наш еврейский праздник Песах, друзья. Ну, если вы смотрите новости, вы понимаете, чем все это, что происходит. И, меня, как все-таки гражданина Израиля, нашей семью это очень волнует. И вчера, вчера это начало. Я не знаю, чем все это закончится. Вчера Израиль был обстрелян с севера. Такой эскалации не было уже лет 15. Мы помним ту войну ливанскую, никакой радости она нам не принесла, и мы думали, что, в общем-то, северные границы пока что, так сказать, не будут подвергаться чему-то, но к этому все шло, к этому все идет, и вчера по Израилю, по северу выпущено 35 ракет. Железный купол успешно сбил 24, 9 ракет упало на территории Израиля, поселок Шлёми, это север. Мы со Светланочкой там очень давно отдыхали, прекрасное место, туда едут огромное количество туристов со всего Израиля посмотреть на красоту, природу. Север очень красив, ребят, север Израиля очень красив, это голландские высоты, это Кирьят-Шмоне, это Наария, это гора Хермон, красиво. Но сейчас всю эту красоту у нас хотят, так сказать, забрать наши враги. В принципе, ничего страшного нет, если не смотреть на это глазами тех, кто не понимает, что происходит. Израиль привык к такой ситуации. Я, как житель Юга, напомню, мы 33 года со Светланочкой прожили в южном городе Ашкелон, который находится 14 километров от сектора Газа. Мы не понаслышке знаем, что такое ревущие сирены через каждые 10-15 минут. И мы не понаслышке знаем, что такое взрывы ракет, когда дрожат стекла, когда в 200 метрах от моего дома тотальное попадание в один дом, 300 метров от моего дома тотальное попадание в другой дом, которые были полностью разрушены. Вот, это не шутки, это не мы все это знаем, мы все это видели. И предвкушая такие некоторые комментарии, ребят, вы знаете, мы прожили в Израиле больше, чем некоторые еще не родились. Поэтому сказать, что тут куда вы бежите, вы сбежали, да никуда мы не сбежали. Мы прожили в Израиле, мы платили налоги, мы работали, мы имеем право говорить об этом с полной ответственностью. Потому что всю сознательную жизнь было прожито там. Очень и очень больно и неприятно, потому что непонятно, что будет дальше. Потому что правительство, только сформированное, страну трясет от внутренних проблем, а сейчас уже начинаются внешние проблемы, которые очень и очень пугают. Ночью был обстрелян опять наш Ашкелон. Слава Богу, друзья, слава Богу, нет жертв. Был обстрелян Сдерот. То же самое. Ребят, мы же не можем играть в такую игру, как морской бой, когда карты Южного Израиля, Ашкелон, Сдерот, прибрежные кибуцы как будто расчерчены на квадратики, а со стороны сектора Газа летят ракеты. И мы сидим и считаем мимо, оп, ранен, оп, и не дай бог убит. Не дай бог, ребят. Поэтому нас волнует, нас очень это волнует. Там в Ашкелоне живут наши дети, в Ашкелоне живет наш внук, друзья. На севере страны живут наши родственники в Хайфе. И для всех израильтян, которые неважно, где они находятся, конечно, это все неприятно и все волнует. И мы не знаем, к чему все это приведет. С одной стороны, это мои прогнозы, которые были где-то 2 месяца назад, когда я себе сказал: Дима,
Вот ты едешь, например, в марте по своим делам, после марта, ну не надо суваться в Израиль где-то месяца 4. Почему? Потому что предполагалось, есть очень серьезная напряженность. Я не ввожу кого-то в какую-то панику, сейчас начнут там мне писать, там что-то там паникуешь, глупости пишешь. Друзья, я не пишу глупости, я все это видел, я с этим жил много лет. И это был один из критериев главных переезда нашего в Болгарию, в другую страну, потому что, ну, ребят, реально надоело. Мы что, пешки какие-то? Потому что что может сделать правительство? А правительство вчера вечером сказало, а зачем начинать войну на севере, если на севере нет бомбоубежищ? Давайте начнем войну на юге, они там спрячутся. Ну, ребят, я слышал вот эти заявления политиков, меня это все так поразило и неприятно. Да вообще не нужно начинать войну. Что делать? Да пусть правительство решает наше, что делать, израильское. Мы вот только эти вещи, вот мы очень не хочется смотреть израильские новости. Но приходится, потому что, опять же, друзья, семья, вся наша жизнь там прожита. И мы приезжаем туда, мы волнуемся за наши семьи, потому что, да как волнуются все. Я уверен, что каждый израильтянин, который сейчас живет в Болгарии, об этом думает и смотрит израильские новости. Никакой паники нет, есть вот осадки на душе. Очень хочется, чтобы как-то все это завершилось и чтобы люди стали жить лучше. Я уже сейчас, ребята, не говорю про проблему того, что израильский шекель за год потерял по отношению к леву 12%. Сегодня уже это уже финансовая сторона, это тоже негатив. Это, грубо говоря, если год назад мы получали там, не знаю, 1000 евро в пересчете на лев, то сейчас это уже не 1000 евро, а 900 евро. Потому что, видите, минус. Но это деньги. Деньги в сторону, ребят. Деньги в сторону. Мы не говорим про деньги, мы говорим про нашу ситуацию спокойствия и безопасности. Поэтому мы в Болгарии. Поэтому мы здесь. Я никого не призываю там собирать чемоданы, там бежать или что-то. Я призываю поговорить и подумать и обсудить эту ситуацию. Не радикально, без каких-либо, извините, лозунгов, вещей, там шашки наголо и все вперед, и не искать, кто виноват. Немножко простуда еще не ушла, поэтому извините за кашель. Вот. Не очень не хочется в блоге делать негатив. Но вот что происходит, это наша жизнь. Наблюдаем, смотрим и очень верим, что наше дорогое израильское правительство найдет способ обезопасить своих граждан от этого всего. Ну а как обезопасить, например, меня, если в Ашкелоне, в моем доме нет бомбоубежища? Друзья, я говорю про себя. У меня нет бомбоубежища. У меня на ноге протез. С момента, когда идет сирена, есть 35 секунд, ребята, до взрыва. 35 секунд. Первое ближайшее бомбоубежище находится от меня в 60 метрах. Я не успею дойти до него до взрыва. Просто не успею. Это правда. Что мне еще говорить? Когда я когда в мае 2021 года была жесточайшая эскалация обстрела, и после этого я начал звонить в Фейсбуке, обсуждались темы, и я очень так гневно сказал там пару фраз, мне начали звонить депутаты Кнессета, один из которых, первый вопрос его был, а за кого вы голосовали? Я был злой как этот, я сказал, а при чем здесь вопрос, за кого я голосовал? Мне не важно, за кого я голосовал, дайте мне бомбоубежище инвалиду, не только мне, людям-пенсионерам, которые не могут бегать по ступенькам от ракет. На что мне сказали, а вам ничего не положено. Я говорю, я не хочу бесплатно, дайте мне кредитование какое-то на это бомбоубежище. Нет, вам ничего не положено. В частном доме, у вас есть частный дом, стройте на свои деньги. С чего? Со своей пенсии? Проверил. 60 тысяч долларов, 9-метровая клетка бомбоубежища, 60 тысяч долларов. Откуда у меня, ребята? И после этого вы спрашиваете, почему мы переехали в Болгарию? 60 тысяч долларов заплатить за бомбоубежище?
Ребят, за 60 тысяч долларов мы имеем меньше. Мы просто купили дом и участок в Скалско. Вот за эти деньги. И живем здесь спокойно. Поэтому где мы, вот вы скажете, там, вы бежите, там крысы там бегут с корабля. Нет, не крысы. Мы просто выбрали безопасность для себя. Мы сделали со Светланочкой подсчет, зачем нам, где нам найти эти деньги, чтобы поставить 9-метровую бетонную клетку, которая, в принципе, тоже не спасет от прямого попадания. Замечательно. Мы посидели и сказали, да мы за эти деньги купили дом в Скалско с участком. И живем здесь спокойно, душевно и хорошо. Ну, я не прав. Ну, если я не прав, напишите там мне. И скажите, вот ты не прав, вот ты должен. Что? Мой сын прекрасно защищал в боевых войсках Израиля. Я, к сожалению, не могу. Просто инвалид, не могу. Не мог бы, пошел бы в армию и воевал бы за Израиль, как все нормальные люди. С почетом и с уважением. Но, извините, вот так сложилась судьба, что у меня не было на этой возможности. А все мои знакомые, все, кого я знаю, служили в армии. Заслуженно, уважительно, потому что в Израиле служат все. И Израиль это патриотическая страна. И если нужно будет, все встанут и дадут отпор. Наверное, сейчас меня смотрят мои болгарские друзья и немножко не понимают вот эту тему. Да, друзья, я очень желаю вам, болгарским друзьям, вообще не знать, что это такое и не понимать. Потому что многие, которые сейчас меня смотрят из стран, где идут военные действия, меня прекрасно понимают. Они все прекрасно понимают. Мы не бежали за лучшей жизнью и за дешевой колбасой, ребят, в Болгарию. Мы не приехали сюда за вкусными помидорчиками, потому что в Израиле тоже есть солнце, тоже есть вкусные помидоры, тоже прекрасные люди. Но ситуация безопасности, когда иногда нужно просто подумать, может быть, уменьшить риски, спасти свою жизнь. Я повторяю, я видел разрушенные дома. Я заходил в Ашкелоне, в 200 метров от моего дома в дом, который был полностью разрушен. Ракета попала в крышу. Люди успели за 3 секунды закрыть дверь в бомбоубежище. Я видел эту дверь, я видел эту разбитую лестницу. Я видел, там никто бы не спасся. Слава Богу, у них бомбоубежище было, у нас его нет. Ответ, что делать? Вот вам ответ, вот поэтому мы здесь. Это одна из больших критерий, чтобы люди, кто смотрит мой канал из разных стран, тоже понимали, что мы не бежим за колбасой и за дешевизной. Мы прежде всего хотим все-таки обезопасить нас, чтобы мы не просыпались. Я знаю, что такое проснуться там от звука ракеты. Я знаю, как стоять на улице и не могу упасть на землю, потому что тяжело, а трассируют вот эти штуки на небе. Знаю прекрасно и знают все. Но вы скажете, это твоя проблема. Нет, это не моя проблема, это проблема государства, которое должно защитить своих граждан от таких проблем. И тогда у этих граждан не будет в голове мысли, куда валить, куда переезжать и куда релоцироваться. Я прав или нет? Скажите мне, пожалуйста. Я думаю, что я прав. Друзья, я не буду сегодня сильно улыбаться, потому что я наблюдаю за новостями, я на связи со своими детьми, которые не хотят нам говорить. Мы звоним детям, говорим, ребят, где, что? Он говорит, папа, мама, у нас все нормально. Они хотят просто, чтобы мы не нервничали за них. Они молодцы. Они не звонят нам в панике, потому что они привыкли тоже к этому в Израиле. Спасибо нам, нашим дорогим детям, что они берегут нас, родителей, от этих нервов. А мы знаем, что у них прилетает там. Я очень надеюсь, что все это очень быстро закончится. Хотя маловероятно. Но давайте улыбаться и давайте думать, что все будет хорошо. Миру Израиля, скорейшему завершению всей вот этой проблемы с врагами, которые вокруг нас, и нас предупреждают вообще о войне на 4 фронта, не дай бог. Мира, Хаварим, Исраилим и Карим,
Шиелехам Йом Тов, Шиелехам Йом Шакет. Будьте здоровы, будьте счастливы. Я сейчас не буду говорить по-болгарски, я скажу по-русски. Чтобы все было хорошо, мира вам, спокойствия, берегите себя. Слава Израилю и мира Израилю. Шейлехам Йом Наим. Бай-бай.